Сатья Саи, Ширди Саи, Према Саи едины. Я рассказывал вам о Кришне. Нет? Что ж, позвольте мне поведать вам эту историю. Я часто сопровождал с вами в путешествиях. Как-то раз мы ехали к ним куда-то в одной машине. Я сидел на переднем сиденье рядом с водителем, а с вами с еще одним преданным и своим личным помощником на заднем. Во время поездки я постоянно оборачивался назад, потому что там происходили все основные события. С вами смеялся и шутил, пел бхаджаны, а иногда просто тихо и спокойно сидел. Когда я в очередной раз обернулся и посмотрел на него, то был крайне изумлен, потому что с вами исчез, а на его месте восседал некто с самым прекрасным и совершенным лицом на свете. Никогда еще я не видел такой красоты, вы даже не можете себе представить, как прекрасен он был. Так не может нарисовать ни один художник, сказать ни один поэт. Внутри у меня все так и перевернулось. Я все продолжал смотреть на него, но потом поспешно отвернулся. Мне стало неудобно за свою назойливость. Однако стоило мне повернуться еще раз, и я опять не мог оторвать глаз от этого зрелища. В конце концов, наши попутчики, одним из которых был Раджа Редди, известный певец бхаджанов, спросили меня: «Хислоп, почему ты так уставился на Свами?» Я не ответил, но обратился к Свами. «Свами, а что значит этот глубокий синий цвет?» Он ответил: «Этот цвет видишь, когда смотришь на что-нибудь, глубину чего не можешь постичь, например, на небо или океан». Это было все, что он сказал. Когда я обернулся в следующий раз, то увидел уже обычного Свами. Ни один из тех, кто сидел с ним на заднем сиденье, ничего не заметил. В следующий раз разговор зашел об этом только через 3 года. Я тогда, как обычно, сидел на веранде в Прашанти Нилаяме. Вместе со мной там был еще один военный из Симлы со своей женой и дочерью. Стоило им приехать, как с вами тут же вызвал их на интервью. Это было необычно, ведь даже тогда некоторым приходилось неделями ждать своей очереди. Но их он позвал сразу же. Я как раз сидел на крыльце и заодно с вами позвал и меня. Он говорил с ними о разных событиях в их жизни, как до их встречи, так и после того, как они поженились и родили детей, показывая им, что пребывал вместе со своими членами их семьи с самого их рождения. Он создал для его жены ожерелье, а для дочери пару сережек. Затем он повернулся ко мне и сказал: «Хислоп, расскажи им что-нибудь». И я стал рассказывать и закончил историей, которую только что поведал вам, про человека невиданной красоты, увиденная мною в машине. Офицер не удержался и выпалил: «Это же был Кришна!» С вами посмотрел на него и сказал: «Да, это так». Я показал Хислопу истинный облик Кришны, каким он по-настоящему был, а не тот, что описывают поэты и художники. Мужчина был очень взволнован и опять не смог сдержаться. «О, как я хочу увидеть Кришну!» С вами похлопал его по плечу и промолвил: «Терпение, терпение».